Очень рада приветствовать тебя сегодня в нашей студии. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и о твоем доме. Спасибо, Алена, что позвали. Меня зовут Илья Бант, мне 31 год. Родился в Беларуси, в городе Пинске в 93 году. В небольшом городе, население которого исчисляется примерно в 100 тысяч человек. В абсолютно простой семье. Мама у меня работает медсестрой. Папа был разнорабочий, кем он только не работал, но я одно помню, что он никогда ни на кого не работал. То есть всегда это были какие-то приключения, поиски себя, поездки в Европу, поездки в Китай. Постоянно с проблемами. Я помню его поездку в Китай, когда он повез кожаные куртки. Точнее, он их в Китае купил, и потом он их вез обратно. Уснул очень крепко в поезде. Когда проснулся, у него даже на нем не было куртки. То есть с него все как-то сняли, забрали чемодан. А удалось узнать, кто украл эти куртки? Это были 90-е годы, и, я так понимаю, те, кто у него украли, они сошли просто на следующей станции. Потом поездки в Европу. У нас был дефицит продуктов. Мои родители привозили немецкие мишки под названием бренда Haribo. Мама мне выдавала по одной штучке. А когда просила меня в ответ: За хорошее поведение? А ты мне дашь мишку? Я ей давал вот так вот пальцами и брал, и ей давал чуть-чуть, чтобы она сильно много не могла откусить. А потом они возили фрукты и овощи, которых тоже был дефицит у нас. Продавали это на рынке. Моего папы отец всю жизнь проработал на рынке в своей палатке. Торговал автомобильными запчастями. Мы по детству с братом на выходных, чтобы заработать деньги на компьютерный клуб. Нас очень тянуло играть. И мы приходили к дедушке на рынок. И когда дед уходил курить, он говорил: все, что продадите, деньги ваши. И мы старались максимально, пока он курит 5-10 минут, мы продавали автомобильные запахи. И нам примерно выходило на часов 5-6 в компьютерном клубе поиграть. А какая атмосфера вообще царила в твоем доме? Вот как ты помнишь? Больше, наверное, немножко враждебная, хотя меня очень сильно любили и папа, и мама. Но, тем не менее, меня всегда тянуло на какие-то поиски себя. Я у себя в городе, наверное, был почти на каждом кружке. Физическая форма у меня была около идеальная для ребенка. Мой дядя Саша Минский-Пошелюк, он 8-кратный чемпион Беларуси по пауэрлифтингу, по бодибилдингу и 2-кратный чемпион Европы. То есть семья спортсменов. То есть у меня генетика. У меня были достаточно толстенькие ножки в школе. Все девчонки меня за это стебали, что у меня толстые ноги. Хотя со временем, уже с возрастом, я понимаю, когда хожу тренироваться в спортзал и вижу накачанных парней, у которых большой торс и худенькие ножки, я понимаю, что это, не совсем красиво. Не совсем красиво и эстетично. Я своей генетике благодарен, потому что на легкой атлетике был я чемпион области. Мне очень легко давалось любые виды спорта. За школу я всегда играл, мы выигрывали все школьные чемпионаты по футболу. К футболу, кстати, меня очень сильно тянуло. Меня мама из-за того, что она врач, не отпускала, наверное, года 4 или 5 она мне не разрешала играть в футбол, потому что все наши спортсмены лечились у них, отделение физической культуры в больнице. И они постоянно там лечили мениски, колени, и мама переживала, что со мной случится точно то же. Но через 4 года, когда она поняла, что мне уже ничего не заходит, я походил и на карате, и на борьбу. Очень хорошие у меня воспоминания по карате, потому что я там прозанимался 2,5 года. Я сдавал абсолютно на каждый пояс без проблем. Никаких пересдач, я всегда получал пояса. Карате называлось у нас карате-до Эдельвейс. В нашем отделении в маленьком городе Пинске был чемпион мира по карате. Фамилия, имя его Дмитрий Грачев. Он тренировался в нашем зале и был чемпионом мира. Если мне память не изменяет, наверное, 2- или 3-кратный чемпион мира. Хорошо, но почему Дмитрий Грачев, допустим, не стал для тебя символом в спорте, как пример для спорта? Почему футбол вызывал более, он тебе импонировал, нежели чем карате? Я фанател по футболу с экрана телевизора. Я знал все имена всех футболистов. У меня и у брата моего двоюродного были футболки Ван Нистелрой. Он тогда играл за Манчестер Юнайтед. Мы были безумные фанаты. Ключевой точкой финала моих тренировок на карате заключалась в том, что я проснулся рано утром. Я маме говорю: мам, я не пойду.
Она говорит, почему, чего? Я говорю, мне надоело, я устал, я не хочу. Хотя я был полностью уверен в своей подготовке, в своих силах. Я 100% знал, что я сдам, но мне просто наскучило. Я не видел себя в будущем тренером карате. Я точно знал, что я хочу футбол. И с этого момента она меня отпустила на тренировки на футбол. Мне купили сразу кроссовки, какую-то форму. На футбол я уже шел как к себе домой, потому что там тренировались ребята, против которых мы играли школа за школу. Чем закончилась твоя начинающая, так сказать, карьера в футболе? К чему это все привело? На тот момент она не закончилась, она только начиналась. У меня были успехи игры за школу. Мы постоянно выигрывали первые места, за которые нам обещали подарить пару футбольных мячей, но эти мячи куда-то растворялись чудесным образом. Проблема была в том, что, приходя на тренировки с горящими глазами, с желанием чего-то добиться, но ты натыкался на то, что у тебя футбольное поле – это не газон и трава, а это какие-то рвы, песок, постоянная слякоть, грязь и лужи. Не было шанса развиваться. Я не обращал на это внимания, никак это на меня не влияло, но мне хотелось играть в футбол, и мама предложила мне поступить в Суворовское военное училище. Она говорит, я хочу для тебя хорошего будущего, успешного, давай попробуем. На момент подачи заявления набирали 100 человек, 30 из которых являлись спецвзводом. Туда набирали футболистов в сборную Беларуси по футболу. Я этого не знал до момента того, пока поступил в Суворовское училище, начал уже там жить, начал учиться. И в какой-то момент я заметил, что у нас по коридору по роте идет 30 человек, все в полной экипировке. Спонсором на то время у них была фирма Puma. Увидел тренера, бывшего тренера сборной Беларуси. Я к нему подошел и сказал, что я круто играю в футбол. Можно я с вами? Он мне вначале сказал, давай, как-нибудь потом. Я, естественно, когда загорелся, у меня желание было попасть туда 100%, потому что в своих силах я был уверен. Мне организовали смотр, было 3 человека, посмотрели, как я играю, мне сразу подозвали буквально через 10 минут и сказали, ты принят. Вау. Но на определенных условиях. Ты будешь жить со своим взводом, со своими ребятами, с ними же ночевать, но на тренировки будешь ходить с нами 2 раза в день. У нас были тренировки по 5-6 раз в неделю. Дальше произошло то, что ребята, так как они подростки, многие из них минчане, они начали просто уходить из Суворовского училища, уходить домой в свою родную команду. По итогу у нас осталось всего лишь пару ребят, которые хорошо играют, и мы начали всем проигрывать. Я понял, что это уже какая-то утопия, дальше развития здесь быть не может. И мне, так как и все остальные виды спорта, мне тоже наскучило проигрывать. Я понял, что Александром Глебом, белорусским футболистом, который играл за Арсенал, я точно не стану. И я принял решение сам для себя, что я хочу уйти, с чем родители категорически были не согласны. И после своего дня рождения, одним днем, я просто решил не прийти в училище. То есть уйти не из футбола, а уйти, в принципе, из Суворова. Да. Уйти просто из Суворовского училища. Забирать меня никто не хотел, так как я подросток, они не имели права меня отпустить. Я принял решение собрать вещи и нашел одно место, где через забор можно было перепрыгнуть и убежать. Потому что иначе выбора никакого не было. Это было волевое решение, безусловно. Я переоделся в гражданскую форму, как будто я иду на тренировку или на... Как будто избегал с тюрьмы. Побег из тюрьмы. Это очень похоже, кстати. Потому что стенка, которую я перепрыгивал, она была самая низкая ровно в том месте, где находилась КПП, пропускной пункт. И стенка была чуть правее. Я прошмыгнул, пока на КПП кто-то отвлекся, перепрыгнул эту стенку и спокойно пошел пешком на метро и поехал к своей знакомой, которые лежали оставшиеся мои вещи. А как отреагировали родители на твой побег? Сначала позвонил мой отец. До него, видимо, дозвонилось руководство из Суворовского училища, что вашего сына нет. Он догадался, что происходит, потому что разговоры об этом дома поднимались часто, с моей стороны. Что я хочу уйти, мне надоело, это точно не мое, я не буду военным. 200%. Он мне позвонил, начал на меня кричать. Да ты, как ты позволил, как ты смеешь? Я кинул трубку. Прошло буквально 10 минут, отец такой же отходчивый, быстро, как и я. Он мне звонит и говорит, так, собирай все свои вещи, я завтра приеду, подпишу документы, и мы поедем домой. Я такой, yes! Добился своего. Ну, собственно, так и закончилась история с Суворовским училищем. Насколько я знаю, ты отучился на специальность промышленное гражданское строительство. Расскажи, пожалуйста, как это было? После Суворовского училища я вернулся, грубо говоря, в 10 класс. У нас была в Беларуси странная система штрихов.
Я до сих пор не могу ее людям, кто не знает про это, объяснить, что это такое. Что это такое? Я тоже не в курсе. Штрихи у нас, условно говоря, был 9 класс и был 9 штрих. 9 штрих – это уже условно десятиклассники, Так. которые учатся по учебникам 10 класса, но они все равно считаются 9. А почему было такое разделение? Я приехал с Суворовского и просто как факт узнал о том, что, условно говоря, наш 9 класс, второй год 9 класс, но учатся они по учебникам 10. Соответственно, полгода после Суворовского, когда я вернулся в школу, я их доучился и понял, что как будто бы меня тянет к чему-то творческому, что школа мне не интересна. Скорее всего, если я вернусь, я начну прогуливать уроки, заниматься какими-то еще другими делами. До 6 класса я был полным круглым отличником, дипломист, грамоты. После 6 класса я как будто бы понял, что современный мир, он немножко шустрее, и не в школе суть вообще. Не в этом обучении, которое закладывают, есть какой-то другой мир, который мне хотелось в себя впитывать. После 9 класса мама говорит, давай попробуем на строителя. Промышленное гражданское строительство, открывался факультет, мы попробовали туда поступить. Как ни странно, как бы плохо я уже не относился к учебе и плохо на тот момент учился. Схватывал я все быстро, мог писать диктанты на десятки. У нас 10-бальная система в Беларуси. Не уча правила. То есть я был такой уникум, и поступая на ПГС, я совершенно таким же способом, мне попался по математике тот пример, который я знал случайным образом, из миллиона примеров я его решил на 2-3 страницы. И изложение по белорусскому языку, я выбрал белорусский язык, я написал на 9 баллов. Вау. Ну, по 5-бальной системе, если людям проще понимать, это 5. Твердая 5, 10 баллов – это уже 5+. А скажи, пожалуйста, это было твое решение или что-то этому поспособствовало? Возможно, наставление родителей или друзей? Как ты пришел именно к этой специальности? Я думаю, благодаря маме, чем бы я ни занимался, видя то, что меня тянет в разные сферы, мне постоянно хочется что-то новое искать, что-то в чем-то развиваться, она хотела, чтобы у меня была какая-то специальность, в случае чего, в случае какой-то проблемы, чтобы я имел твердую почву под ногами и имел достаточно хорошо оплачиваемую и уважаемую работу. Потому что после обучения я должен был выйти со специальностью прораб, инженер, что-то в этом духе. Я даже не помню, если честно, в дипломе. Как у тебя написано, да? Ну, это точно промышленное гражданское строительство, но по специальности кто я даже не имею никакого представления. Настояла мама, я с ней согласился, не самая худшая специальность, отучиться где-то надо было, я это понимал. И поступил на факультет промышленное гражданское строительство. Там я очень часто филонил, искал постоянные выходы, как выкрутиться, как сдать зачет так, чтобы его не сдавать, а не учить. То есть твой девиз по жизни – выкрутиться из невыкручиваемого, да? Постоянно найти решение вопроса нестандартным образом. Если тебе говорят написать экзамен либо сдать, у меня в голове возникает идея, как бы решить этот вопрос, чтобы его не сдавать. Я постоянно шел как будто бы против системы. Это было на самом деле интересно. Преподавателю по черчению, для того, чтобы получить зачет, я видел эти папки с 40 практическими работами вот такой толщины. Моя папка была вот такой толщины. В ней не было ни одного листика, только сверху моя фамилия, обложка. И как ты решил этот вопрос? Преподавателю по черчению я завез целый бус кирпичей на строительство забора или чего-то там, либо бани. Так и получил свой зачет. В общем, я учился и искал постоянно нестандартные пути, как решить вопрос сдачи экзамена, сдачи зачетов. Я всегда был как белка в колесе. Ко мне всегда приходили ребята за помощью, помочь с кем-то договориться из преподавателей. У меня был подвешенный язык, умение общаться, умение тонко почувствовать натуру каждого преподавателя и найти свой подход. Не знаю, откуда у меня эта жила была, наверное, от отца. Я постоянно за ним наблюдал. А отец, как я раньше упомянул, он всегда был в каких-то темках, всегда что-то делал. Я даже помню, когда был маленький, отцу приезжали тонировать очень дорогие автомобили. На то время это Мерседесы, 500-е были, можно сказать, как новые русские. Лысые, крупные мужчины с такими цепями. Приезжали и говорили папе, если сделаешь хоть один косяк, будешь отвечать головой за тонировку автомобиля. Получал он тогда неплохие деньги. По-моему, тонировка машины на то время стоила $20-25. Неплохо. В 90-е годы это были очень хорошие деньги. И ему, что немаловажно, доверяли. Но почему-то у нас во дворе постоянно крутились какие-то, я бы так выразился мягко, криминальные люди.
можно так сказать. Потому что автомобили, на которых они приезжали, в нашем городе я не видел никогда. Возможно, это... Можно сказать, что отец был для тебя примером? 100%. Для меня и как мать была примером, так и отец. Они как хороший и плохой полицейский. Мама на меня всегда ругалась, а папа, наоборот, меня всегда поддерживал. Даже если я на велосипеде ехал и падал, мама сразу: «Сыночек, что с тобой?» А папа: «Вставай, все хорошо». То есть было вот так. Ты фотограф. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к этому? Во времена, пока я еще учился в колледже, мне нравилось смотреть картинки. Это такой робот, который был на просторах американского интернета и Инстаграма на тот момент, который только развивался. Это был робот-коробка, маленький такой. И с ним снимали всякие приключения. То он листик держит, то он по лужам каким-то прыгает. И мне нравилось, что сзади размывается за ним фон по отношению к персонажу в кадре. Это боке, вот это размытие. И я понимал, что сделать телефоном это невозможно. Это профессиональная техника. Я мечтал о фотоаппарате, о камере. И как-то вот эти вот мечты меня привели к тому, что камеру нужно купить. На 2-м либо 3-м курсе у нас были летние каникулы, я принял решение, что пора заработать себе на компьютер и на фотоаппарат. Мама меня не хотела отпускать. Я придумал схему, как обычно, вот такую, что я поеду к отцу на заработки в Москву. Отца подговорил на то, чтобы он подтвердил маме, что да, он едет ко мне. А я сам себе сделал шенген-визу и поехал в Берлин на заработки. Я работал разнорабочим, где я только не работал, но за 2 месяца я успел накопить себе денег на ноутбук базовый и на фотоаппарат. Тоже не самый дорогой, среднего сегмента. Это был, по-моему, если не ошибаюсь, Nikon D5100 и какой-то объектив 35 мм, тоже не самый дорогой. И я начал снимать маленькие детальки так, чтобы размывало фон. Я от этого невероятно безумно кайфовал. И длилось это вплоть до последнего курса моей учебы. Я снимал вот эти детальки. И как-то раз ко мне приходят ребята. Естественно, мы ездили на пикники, на кемпинги. Я просто фотографировал друзей. И когда им отдавал фотографии, они всегда с восторгом восхищались, что это очень круто. Они не видели такого еще никогда. А у меня к обработке этих фотографий через Photoshop и прочие программы был свой творческий подход. Я любил сделать какие-то листья супер оранжевые, зеленых. Какие-то невероятные эффекты всегда пробовал. Всегда что-то новое. И когда я им отдавал фотографии, они все были в восторге. И в один прекрасный момент мои друзья ко мне приходят и говорят: «Слушай, у нас свадьба. Можешь нам снять свадьбу? Мы все равно заплатим фотографу там $300-350, а мы видели, ты круто снимаешь, можешь нам снять». Я, естественно, согласился. То есть в этот момент началась твоя карьера? Именно в этот момент с этой свадьбы. А в какой момент ты понял, что это именно то, чем ты хочешь заниматься? Это момент, когда ты начал снимать свадьбы, или же это вот момент касаемо вот этого робота? Вот он тебя вдохновил, и ты вот твердо решил, что я вот только этим буду заниматься? Скорее всего, любовь к фотографии — это был, безусловно, робот-коробка и размытый фон и сценарии, в которых этот робот участвовал. Это и осень, и зима, и шапочка у него какая-то, и всегда размытый вот этот фон. Я просто загорелся. Вот что-то внутри меня откликнулось, и я захотел точно так же. Потом первая снятая свадьба, и момент, когда я понял, что я хочу этим заниматься, это ребята мне привезли $200. Они приехали забирать фотографии, я им передал флешку, и они мне суют $200. На, забери. Я говорю: да не, ребята, вы мои друзья, не надо мне ничего, пожалуйста. Они говорят: нам так все понравилось, нашим родителям безумно все понравилось. Мы и смотрели, и плакали, это очень красивые фотографии. Возьми, пожалуйста. Мы бы все равно отдали 350 другому фотографу, а так ты наш друг, ты отработал, ты потом работал над фотографиями, возьми деньги. И они мне их прямо в карман засунули. Можно сказать, насильственным образом. Засунули деньги мне в карман, и с этого момента я понял, реально, нажимая на кнопочку фотоаппарата, можно зарабатывать такие деньги. На то время это были достаточно большие деньги. И с этого момента я понял, что, скорее всего, я буду этим и дальше заниматься. И начал посредством ВК, социальной сети, очень популярной на то время. Я начал выкидывать свадебные фотографии себе в портфолио. И дальше, как сарафан, просто как снежный ком, полетели свадьба за свадьбой. Я даже не успевал понимать, как это происходит. Я не делал абсолютно никакую рекламу. Сарафанное радио меня сделало практически топ-1 в городе буквально за 1 год. На 2-й год у меня уже начались выезды в Россию и куда-то за границу снимать свадьбы. Москва, Питер.
Это все очень быстро произошло. Как давно ты уехал из Беларуси? С Беларуси уехал я 11 лет назад. Мой переезд заключался в том, что я решил просто отдохнуть. Я заработал на свадьбах достаточное количество денег. Я купил себе автомобиль. На то время очень прилично. Это был немецкий автомобиль Audi A5. Неплохо на свадьбе зарабатывали раньше, да? Свадьба очень доходный бизнес. Все снимайте свадьбы. Я купил себе автомобиль и решил поехать на отдых, потому что за последний сезон у меня было 56 свадеб. То есть это, если перевести... Как ты все успевал? Вот съемки, обработка, вечно вот этот вот конвейер. Ну, не устал ли ты от этого? Сидеть дома, работать за компьютером, для меня это кайф. Я могу это делать по 16-20 часов в день, потому что в детстве я играл в компьютерные игры. С компьютерных игр я делал ролики, накладывал музыку, спецэффекты, свои ролики выкладывал на конкурсы, на которых голосовали за лучший ролик. Были свои форумы, площадки, где было очень много людей. Я делал обложки для этих роликов. Так или иначе, меня постоянно закидывало в то, что я как-то должен быть связан с фотографией, а не просто сидя дома, играя за компьютером, нарезая вот эти вот ролики, игровые лучшие моменты. На то время эта игра была Counter-Strike. У нас была своя команда, мы ездили на чемпионаты. И, соответственно, так и получилось, что с детства, в принципе, я хочу вернуться немножко обратно и сказать, что родители мне запрещали. Очень часто меня ограничивали во времени и количестве, сколько я могу и должен проводить за компьютером. Они не понимали абсолютно и не видели будущего. На сегодняшний день это называется киберспорт, и там вводятся огромные деньги. Игроки Warcraft в игру Dota 2 являются долларовыми миллионерами. То есть тогда родители в то время точно не могли знать, не понимать, потому что не было это медийно раскручено, чемпионаты и так далее. Чуть-чуть больше они стали меня понимать, когда я начал привозить какие-то призовые, будучи подростком 14-15 лет. Когда я начал уже зарабатывать деньги, они начали немножко лояльнее относиться, но все равно это постоянные скандалы с мамой. Она вытаскивала, выдергивала провода, прятала от меня от компьютера, когда у меня была финальная игра. За что я с ней очень сильно ругался, уходил из дома, даже на пару дней бывало. Ночевал у друзей, у бабули, у кого я только не ночевал, потому что очень на нее злился. У меня был большой потенциал. Я мог быть чемпионом. Если вернуться назад, ты бы хотел, если бы тебе родители разрешали участвовать в этих играх, да, заниматься в этой сфере деятельности, стать вот чемпионом и вот идти, убрать фотографа, да, и вот заниматься именно в этой сфере, развиваться? 100% я был бы киберспортсменом. У меня была своя профессиональная команда. Мы участвовали на всех турнирах и белорусских, и российских, куда мы только не ездили. Со мной в команде играл парень Рома. У него ник был Киберфокус. Это сокомандник топ-1 лучшего игрока в мире по Counter-Strike Александра Костылева под ником Simple, который до сих пор, по-моему, является одним из лучших игроков. Возможно, он ушел уже в инактив, возможно, он ведет уже тренировочную деятельность как тренер. Еще у него другие бизнесы, но на тот момент он был топ-1 игроком мира. И вот Рома Киберфокус, он играл в какой-то момент со мной в команде. Естественно, у меня могло быть будущее, я мог быть там, но родители приняли неправильное решение не поддерживать в начинаниях и наблюдать за ребенком. Они меня гасили во всем. Ну, ты жалеешь об этом? Меня до сих пор ностальгически, я нахожу свои старые видео, мне тепло, мне очень приятно, я всегда улыбаюсь. Я абсолютно не жалею, как все получилось, потому что все равно это проявление себя, творческая профессия, фотография, съемка видео, съемка клипов. Это все равно творчество. Это постоянные поиски, это постоянное развитие. Стремление и мои попытки вот менять кружки, заниматься разными видами спорта, быть совершенным во всем. Это не было так, что я приходил на тренировки, условно говоря, на борьбу, и там просто филонил. Я всегда хотел быть лучше, я чего-то добивался и шел дальше, дальше, дальше. Так же получилось и в фотографии. Давай вернемся к тому, что ты уехал из Беларуси. Расскажи, пожалуйста, что повлияло на твой переезд, что стало основной причиной? Основной причиной переезда из Беларуси стало то, что я попал в Дубай, я снял апартаменты в районе GLT. Это апартаменты были класса one bedroom. По-нашему это евро-двушка. Были панорамные окна в пол,
Очень красивая, невероятная квартира. И что-то мне за месяц, пока я здесь жил, так понравилось, что моя виза на 3 месяца, которая в то время делалась, давала мне возможность еще 2 месяца остаться в Дубае. Я принял решение, что нужно искать работу, потому что жизнь в Дубае не особо дешевая. За месяц проживания здесь я потратил в районе 5-5,5 тысяч долларов. Это на жилье, на передвижение, на транспорт, на еду. Я понял, что это город совсем не Беларусь. Здесь, конечно, круто, но нужно сразу же работать, потому что тот капитал, тот бюджет, который я наработал за эти годы на свадьбах, буквально за 3-4 года, он быстро закончится. А почему ты выбрал именно Дубай? Вообще был ли ты как-то связан до переезда в Дубай с этим городом? Возможно, у тебя здесь были друзья или тебя позвали по контракту на работу? Как ты столкнулся с этим городом? У меня здесь был один друг из моего города, Пинска, Максим. Он переехал первое время к своей тете. Она работает в реал-эстейте, в недвижимости. И Максим начал работать гидом на, если мне не изменяет память, на немецкую компанию Travco. Это туристическая компания, которая находится в Дубае уже больше 10-15, а может быть и 20 лет. У них есть офисы абсолютно во всех Эмиратах, и Максим по сей день там работает. Периодически общаясь с ним, он мне присылал видео, присылал фотографии, присылал видео с метро, то, что в метро нет водителя, что меня очень удивило. И как-то я со своим лучшим другом Сашей Ямбушевым, мы начали смотреть одного блогера про Дубай, где он абсолютно все рассказывает. Все стороны, про метро, про цены. То есть я начал как будто бы себя заведомо готовить. Не было плана переехать в Дубай. Но как будто бы я чувствовал, что когда-то я туда заеду и посмотрим, как оно там. И вот так и получилось. Я приехал на месяц и, соответственно, потом решил уже остаться навсегда. С какими первыми трудностями ты столкнулся при переезде? При переезде не было трудностей. У меня была большая достаточно финансовая подушка, которую я заработал на съемке свадеб, мероприятий, корпоративов и так далее. Страх о том, что деньги быстро закончатся, произошел буквально через месяц. Это, можно сказать, и была трудность. Найти работу в абсолютно чужом городе, где нет никаких друзей, только вера в себя, вера в свой талант. Я понимал, что я могу много, я знаю много, качество моих работ на высоком уровне, и что Дубай навряд ли для меня будет проблемой, как для покорения этой вершины. На то время я нашел компанию, русскую компанию, она называлась «В клубе ТВ». Это компания, которая занималась съемками ивентов во всех самых популярных заведениях Дубая. Это и клубы, и рестораны, за что им большое спасибо. Они для меня были большим трамплином в мир медиа, для заведения знакомств. И за первые 2-3 года я обзавелся очень многими связями и снимал очень хорошие кейсы. Следующая трудность – это не имение друзей. Друзей, близких, родных. И знакомых был только Максим, но он жил в Фуджейре. Это соседний Эмират. По сути, ты столкнулся один лицом к лицу с большим-большим городом, но и большими возможностями. С большим городом, который очень быстро высасывает деньги, силы и мотивацию. Если здесь быстро не шевелиться. У меня много знакомых, которые пробовали себя, и они сгорали. То ли у них заканчивались финансы, то ли они ударялись об неудачи и уезжали домой. У меня как-то все, слава богу, пошло все как по маслу. Как таковых трудностей больших не было. Ты упоминал, что одно из всего, что тебя удивило, когда ты смотрел обзоры на YouTube про Дубай, что в метро нету машиниста. Водителя, да. Водителя, да. Что удивило тебя больше всего в Дубае? Первым делом, после просмотра YouTube-ролика про Дубай, мне, естественно, захотелось пойти в метро и проверить, каково это метро без водителя. Мне посоветовали взять, там есть вагон Gold-класса, есть обычные вагоны, есть вагоны для девушек, и есть вагоны Gold-класса. Мне сказали взять Gold-класс и стать прямо к стеклу, в сторону движения метро. Я поставил, помню, телефон на таймлапс, упер его в стекло и проехал от первой до последней станции метро, и потом также поехал в обратную сторону домой. Есть что-то тебе запомнилось больше всего, вот прям вау? Как ни странно, буквально через месяц оказалось, что тут одни друзья живут, другие друзья живут. И одни из друзей жили в пентхаусе в районе Бурдж-Халифы. То есть там район называется Бурдж-Халифа Фэмили. Все высотки возле Бурдж-Халифы.
И в одной из высоток у них был пентхаус. Эта девочка тоже, Вика, она из Пинска, из моего города, и замужем была за сирийцем. У них 2 детей, и они нас позвали к себе в гости на ужин. Вид с балкона на поющие фонтаны на Дубай, оно как-то наполняло тебя полностью. Очень было много энергии. Хотелось же такой пентхаус, хотелось быть таким же успешным. То есть не зря говорят, что скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Хотелось обзавестись друзьями Такого же уровня, да? выше уровня, чем я намного, чтобы к ним тянуться, чтобы они меня учили, чтобы от них впитывать язык, культуру, взгляды на бизнес, их кейсы. Хотелось это быстро все впитывать как губка, чтобы долго не застаиваться, чтобы не было стагнации. То есть можно сказать, что да, встреча вселила в тебя очень огромную мотивацию внутри тебя. 100%. Я просто захотел себе пентхаус в Бурдж-Халифа Family. 200% я согласен. Расскажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие особенности работы и жизни в Дубае? Я думаю, самая главная особенность, с которой я столкнулся, работая много лет на фрилансе, с тем, что тебе не платят деньги. Тебя могут просто кинуть, сказать, извини, денег нет. Если ты не работаешь по контракту, по договору и без визы, люди могут столкнуться с очень большими проблемами, особо финансовыми. Влезть в долги, заиметь невозможность не заплатить за свое жилье, комнату либо апартаменты. Мой совет и моя рекомендация по возможности сразу делать себе рабочую визу, чтобы все было заверено документально, потому что дубайское правительство очень заботится о сотрудниках, которые работают на фирмы, зарегистрированы непосредственно в Дубае. Обязательно делайте себе ID. Но, насколько я знаю, что примерно 10 лет ты жил здесь без ID, без визы. Я допускал те ошибки, которые не стоит допускать другим людям. Моя белорусская виза на то время позволяла мне находиться в стране ровно 3 месяца. После этого я обязан был выехать, либо вылететь, дождаться своей новой визы. Это занимало иногда 1 день, иногда 3-4, иногда 5, если это попадало на праздники. И возвращаться обратно. Каждый раз это стоило примерно $320-330 только виза, плюс перелеты. То есть, что было достаточно недешево. Но я в этом видел какой-то свой кайф, свой вайб. Слетать домой, увидеться с родными, с друзьями. То есть у меня каждые 3 месяца в течение лет 5-6 была перезагрузка. То есть, условно, я был такой путешественник на чемодане. Как будто бы я, по ощущениям, эти 6 лет я его и не разбирал до конца ни разу. Но, допустим, если бы у тебя изначально была виза, что-то бы поменялось в твоей жизни? Не было бы перелетов домой туда-сюда, да, там выезда из Дубая. Может быть, тобой и двигала вот эта вот перезагрузка? Я не усидчивый, я не могу долго сидеть на одном месте. Поэтому я думаю, что виза не поменяла бы ничего. Единственное, что я бы заработал и не потерял те деньги, которые мне остались должны. И в момент ковида дубайское правительство разрешило увольнять людей без объяснения причины, без объяснения причины и без последующих выплат. Когда тебя увольняют не по твоей вине, по идее, работодатель должен тебе выплатить компенсацию, чтобы ты мог либо улететь, либо остаться, чтобы тебе осталось на пропитание и на поиск новой работы. Естественно, мы работали не по контракту, и ребята сказали, извините, нам нужно сотрудникам выплачивать зарплаты, мы вас не можем рассчитать. Ты работал с такими известными личностями, как Флойд Мэйвезер, работал с мировыми брендами, как Victoria's Secret, Bulgari, Breitling и многие-многие другие. Расскажи, пожалуйста, вообще, как это было? Они тебя сами нашли? Или же они вышли на компанию, в которой ты работал? Как я и говорил раньше, я работал в компании, которая занимается ивентами. И за первые 3 года я уже обзавелся личными контактами. Хоть это, может быть, отчасти шло немножко вразрез политики компании, чтобы не забирать под себя клиентов, но я не могу сказать, что я перетягивал клиентов. Мне просто после каждой съемки, которую я делал, после общения со мной, возможно, местами харизмы, умение общаться, правильно одеваться под формат мероприятия, чтобы соответствовать, а не прийти в какой-нибудь дырявой майке и шортах. Всегда было понимание того, куда я иду, и что я снимаю, и какие люди там будут. У меня всегда четко разграничены вот эти моменты, я всегда обращаю на это внимание. И все-таки я один из тех, наверное, кто согласен, встречает по одежке, провожает по уму.
всегда любил красиво одеваться. И после съемок организаторы мероприятий, менеджеры писали лично мне в личку и просили не привязывать съемки дальше к компании, потому что хотят работать лично со мной. После этого я понял, что пора уже с компанией тогда немножко, наверное, закругляться и начинать развивать свой личный бренд именно в Дубае. И как получилось, я был, можно сказать, главным лицом по съемкам фэшн-ивентов. Это стало для меня обыденностью, что мне ни с того ни с сего, без рекламы в Инстаграме, без рекламы в Фейсбуке, ко мне обращаются люди просто в личку, просто по номеру телефона, по сарафанному радио. Складывалось для меня все очень просто. Я не знаю причины. Может быть, я везучий, может быть, я удачливый, а может быть, я действительно профессионал своего дела, что находило отклик у всех ребят, с кем я работал. Что касается Флойда Мейвезера, это были просто встречи, за что Флойду платили деньги, за то, чтобы он пришел, посидел, можно сказать, поторговал лицом. И моя задача была все это дело снимать, освечивать, потом просто передать материал маркетинг-отделу Флойда Мейвезера. Несмотря на твой бэкграунд огромный, да, за спиной, не обошлось без того, что твои работы публиковались в престижных изданиях, то есть такие как Vogue, GQ, Daily Mail и другие. Вот что ты испытывал в этот момент и повлияло ли это вообще как-то на дальнейшую карьеру твою? Что касается публикаций в журнале. Первая публикация была снята нами же для бренда в отеле Five. Она опубликовалась в журнале Vogue. Следующая съемка была в отеле SLS с новой коллекцией. Ее у нас опубликовали в GQ и в Vanity Fair. Буквально через месяц-полтора нам поступило предложение о публикации нашей коллекции на Таймс-сквер в Нью-Йорке. А какие эмоции и чувства в тот момент тебя преследовали? Публикации в журнале как будто бы у меня никакого отклика не вызвали. Это только гордость выложить в свои социальные сети, чтобы посмотрели друзья, коллеги по цеху, чтобы посмотрели родители и поняли, что я не зря они мне позволили заниматься тем, чем я занимаюсь. Со временем это уже перешло и в поддержку со стороны родителей. У родителей начали спрашивать: «О, это твой сын там в Дубае», да, и мама уже начала гордиться, улыбаться, ей уже стало приятно. Безусловно, я Дубай считаю уже домом, вторым своим домом, потому что все-таки 11 лет жизни здесь я сильно привык. Все очень комфортно, комфортные жилищные условия, комфортный климат. Даже если летом для кого-то здесь очень жарко и все люди уезжают, я вполне уже привык здесь находиться. С кондиционера в кондиционер, с машины, то есть не так сложно. Но посещали ли тебя такие мысли, допустим, вернуться обратно на родину, в Беларусь? У меня нет таких мыслей, я думаю, что они уже не появятся. Я принял для себя конкретное и четкое решение, что я буду жить в Дубае. Не могу сказать, что всю жизнь, но определенно значительный период своей жизни я пробуду здесь. Отсюда я буду путешествовать. Периодически, безусловно, я буду возвращаться в Беларусь к родным. По возможности буду их сюда вывозить и с ними путешествовать. А какая твоя идеальная для тебя страна, город, в котором бы ты хотел провести старость? На старости лет это точно будет Европа. Возможно, Испания, возможно, Германия. И очень нравится Швейцария именно для проведения уже последних лет своей жизни. Хочется зелени, хочется природы. На закате лет своей жизни я 100% хочу переехать в Европу. Здорово. Спасибо большое, Илья, за огромную, такую интересную, очень увлекательную историю своей жизни, своего пути. Я очень надеюсь, что все, что у тебя задумано, все обязательно сбудется, все получится. Только шагай к своей мечте и цели. Спасибо большое, что сегодня к нам пришел, да, посетил нас. Спасибо большое, что позвали. Мне очень приятно сняться в ролике, рассказать часть своей истории. Спасибо вам. Спасибо.